Здорово, народ! Вы на канале Тест камуфляжа. Хочу продемонстрировать вам и разобрать еще один комментарий, который оставили под видео про EMR и мультикам. Комментарий перед вами. Полностью зачитывать не буду, если хотите прочитать, ставьте видео на паузу. Парень явно не разбирается в сути вопроса. Ну ладно. Начнем с того, что камуфляж маскирует только в одном единственном случае, и если ты его не придерживаешься, то маскировки у тебя нет, а именно в тени, и в ней даже Олива с попеременным успехом справляется с маскировкой. То есть, по мнению автора комментария, камуфляж работает только в одном единственном случае, только в тени. Здорово. Но тогда в таком случае как все это объяснить? Да, собственно, и нечего тут объяснять. Камуфляж может работать не только в тени, но и на разном освещении. Едем дальше. К тому же в лесу есть не только трава, но и земля и стволы деревьев, на фоне которых отлично мультикам тебя маскирует. Главное, чтобы эта листва тебя не оттеняла. Ну, во-первых, зависит от того, насколько густой лес, в котором ты находишься, и от сезона, в котором ты находишься. Во-вторых, отлично ли маскирует на фоне земли и стволов деревьев? Вопрос спорный. Лично я придерживаюсь того, что маскирует скорее нормально, нежели отлично. Для того, чтобы в этих условиях мультикам маскировал отлично, ему нужно больше оттенков коричневого и серого, а он больше отдает желтизной. Я как марксман играю полностью фулл мультиками, и бывали случаи, когда лежишь в тени, а мимо проходящая группа противника не замечает тебя с 10 метров. Ну, таких историй от народа я слышал навалом, и использовали они самый различный камуфляж. Березки, флектарные и все остальное. У меня самого лично такое было неоднократно, и использовал я тогда камуфляж пин-код Гринзон. Но это не весь комментарий, там есть еще и продолжение. Еще один важный момент, который в видео был обсужден лишь частично, это комбинирование камуфляжей. А вот это вообще довольно большая отдельная тема, по которой можно целое исследование проводить. И зачем мне раскрывать подробно эту тему там, где это не совсем уместно? Видео-то было о другом, рассказать немного про камуфляжи и порассуждать на актуальную тему. EMR ты ни с чем не скомбинируешь, потому что это зеленое пятно, зато вот мультикам... Это самое зеленое пятно в зеленое время года, а это в принципе с мая по сентябрь вполне себе нормально можно миксовать с другими расцветками. Я вообще не понимаю, какие тут могут быть проблемы. Хоть с чернотой. И ну тут он про свой кит описывает. Ну что тут сказать, у каждого свои причуды. Ну и в зимнее время с мультиком Арктиком, поправочка мультикам Альпайном, он отлично маскирует, ведь обычный мультикам симулирует цвета деревьев, пожухлой листвы и земли. Уже выше сказал, что это спорно. Но вот конкретно именно зимою я бы отметил, что на фоне голых стволов деревьев и кустарников мультикам все-таки, думаю, будет получше, чем EMR. Вот, хоть в чем-то я с этим комментарием сошелся. Вот, собственно, такой вот комментарий. Правда, по прочитанному у меня возникли некоторые вопросы. Например, если камуфляж маскирует только в одном единственном случае, а именно в тени, где даже Олива по переменным успехам справляется с работой, то почему автор комментария нахваливает именно мультикам? Тут у нас и куча других расцветок будет вполне себе нормально работать. Непонятно. Ну да ладно. Спасибо автору, что не поленился и написал такой длинный комментарий. И именно этот комментарий сподвиг меня на небольшой эксперимент. А именно на тему того, как покажет себя различный камуфляж на солнце и в тени.
В чем была моя задумка? Взять 4 различных камуфляжа, причем не абы каких, а разных по яркости. Первый самый светлый, второй чуть потемнее, третий средний, не совсем темный, не совсем светлый, и четвертый самый темный. Выбирать было непросто, особенно камуфляжи под номера 2 и 3. Ну и забегая вперед, сразу хочу вам сказать, что после того, как я отснял и просмотрел материал, я понял, что я не угадал с камуфляжем для номера 2. К сожалению, номера 1 и 2 у меня получились одинаково светлыми. Какие я взял камуфляжи? Как самый светлый я брал мультикам. Как чуть темнее я брал Аор 2, но по итогу вот эти двое оказались одинаково светлыми. Как средний я взял Спектр. И как самый темный я взял ВСР-98. Эксперимент, конечно же, проводился летом на 3 локациях. Поляна, опушка леса и смешанный лес. Смотрим. Как по мне, хуже всего на данной локации показали себя камуфляжи под номерами 1 и 4. Итак, светлый Аор на солнце выглядит уж очень ярко, а темному ВСР-98 не удалось осветлиться до приемлемого зеленого оттенка. Камуфляж под номером 2 выглядит получше. Мультикам хоть и тоже светлый, но в сравнении с Аор выглядит более блеклым. Лучше всех показал себя камуфляж под номером 3. Средний по яркости Спектр осветлился до приемлемого зеленого оттенка и хорошо выглядел на поляне. В данном случае на фоне листвы на солнце все камуфляжи так или иначе выделяются. Но номера 1 и 2 гораздо сильнее в сравнении с 3 и 4. А если сравнивать уже 3 и 4, то ВСР-98 выглядит немного лучше Спектра. После того, как камуфляжи ушли в тень, результаты немного поменялись. Светлые камуфляжи в тени стали менее заметными, но все равно они не смогли затемниться до должного уровня. Средний и темный в тени сработали очень хорошо, особенно ВСР-98. На данной локации он себя показал лучше остальных. Это была первая часть в лесу. Будет еще и вторая. Я бы сказал, что на кадрах скорее тенек, нежели прям тень, так как на место, где я находился, падало немало света. По результату более темные камуфляжи показали себя лучше, чем светлые. Однако я бы отметил, что несмотря на проигрыш более темным камуфляжем, светлые смотрятся довольно блекло, что делает их менее заметными.
Вот тут уже нормальная такая вполне себе тень. Хуже всего показал себя номер 4. Самый темный камуфляж тени выглядел как черное пятно. Очень сильно затемнился. А вот остальные камуфляжи показали себя хорошо. Светлые камуфляжи наконец-то затемнились до должного уровня. А среднему было и так нормально. Подведем итоги. Да, народ, я прекрасно понимаю, что, возможно, если бы я использовал какие-то другие камуфляжи, то в моментах они бы работали бы получше. Но я не думаю, что концептуально это бы повлияло бы на результат эксперимента. Светлые камуфляжи показали себя слабо. Они работали только в тени гуще леса. Самый темный камуфляж работал на расстоянии на опушке леса и в тени гуще леса. Лучше всех показал себя средний камуфляж. На всех локациях он работал хорошо. Вот такое получилось видео. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на YouTube, Рутуб и Телегу. Всем удачи!